привет, дорогие друзья! Вы на канале Валерия Золушка. Сегодня свое видео я решила начать с таких красивых кадров, показать вам, как мы сходили на семейную фотосессию. Мы сейчас гостим у моих родителей в городе Ульяновск и решили, пока есть время, сходить на семейную фотосессию. Мы фотографировались не в студии, а на природе. Вот такая здесь красивая посадка деревьев. Фотограф нам сама предложила сюда приехать. И заодно мы запустили наш квадрокоптер, чтобы он поснимал все сверху. Мне кажется, получились очень красивые кадры. Just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Всем привет, ребят! Мы сейчас идем уже на вторую нашу локацию. Уже первая локация у нас была в такой небольшой лесной посадке, очень красивые там деревья. А сейчас мы пришли к озеру. Смотрите, такое небольшое озеро здесь. Надеемся, что получится красивые кадры. Но у нас фотограф уже здесь как-то был. Девушка делала фотографии. Вот уже там все идут. Так что будет красота. Первый образ у меня был в розовом платье. Мы все были в розовом, муж в розовой футболке. А второй образ такой более поспокойнее, в зеленоватых оттенках. В общем, с тремя детьми, конечно, очень непросто, мягко говоря, всех собрать. Они разбегаются в разные стороны. Особенно Лев, старший сын, у нас не любит фотографироваться, ему 9 лет и вообще... Потом вроде бы всех уговорили, потом что-то с Роди случилось, Роди не захотел. Короче, вот так вот всех собрать, конечно, непросто. С утра, когда мы начали фоткаться, еще было нормально, не было сильного ветра, потому что погода у нас еще никак не устаканится. Но нам повезло, мы немножко без ветра пофоткались, а потом ветер поднялся. В общем, мы быстрее-быстрее, сейчас уже перебрались на новое место. Вот тут небольшой ветерок есть. Так, у меня волосы уже растрепались, сейчас буду расчесываться. Lately I was feeling like I need a purpose. В Инстаграме я уже показывала видео с фотосессии, и мне там задавали вопрос, как я вообще готовлюсь сама, готовлю к семью, к фотосессии. Не сказала бы, что у меня есть какая-то глобальная подготовка. Самое главное мне продумать, в чем мы будем одеты, чтобы было примерно все в одной цветовой гамме, все погладить. А насчет моральной подготовки я ее, как правило, не провожу, потому что, например, муж и старший сын у меня не любят фотографироваться, с ними лучше работать, так сказать, уже на месте. А вот, например, средний сын Роди, он, наоборот, любит фотографироваться. Поэтому я ему рассказала, что мы поедем на фотосессию, показала ему одежду, в которой он будет фотографироваться, и он с нетерпением ее ждал. Ну что, ребята, а сейчас я перехожу к вашей любимой рубрике в моих видео, к уборке. Сегодня я буду наводить чистоту и порядок в квартире моих родителей. И вы уже заметили такое грустное или, может быть, шокирующее название этого видео. Убираю в квартире, в которой не убирали 1,5 года. Сейчас я немного поясню, пока делаю какие-то дела. Дело в том, что в этой квартире действительно не проводили такую тщательную уборку 1,5 года. Последний раз я была у родителей в январе 2020 года, и вот именно тогда я здесь тщательно, капитально убиралась. Конечно, родители здесь по мере возможности мыли полы шваброй, но дело в том, что в связи с состоянием здоровья моя мама не может тщательно убираться, да, где-то в углах, тщательно протирать пыль, поэтому, как правило, убираю в этой квартире я. Я надеюсь, что в скором времени все изменится, когда родители будут жить недалеко от нас. Я буду регулярно наводить чистоту и порядок в их квартире, но пока, к сожалению, болезнь вносит свои коррективы. Я думаю, что у многих пожилых людей так. Знаете, раньше у меня был такой момент, я как-то сидела на сайте Дару-Дар. Для тех, кто не знает, это сайт наподобие Авито, но там можно разместить объявления, в которых ты отдаешь свои вещи бесплатно или предлагаешь какие-то свои услуги бесплатно, и также найти интересующие тебя вещи или услуги совершенно бесплатно. И там я видела объявления, например, где люди пожилого возраста с удовольствием соглашаются, чтобы к ним кто-то пришел бесплатно, убрался или бесплатно помыл окна. В общем, такая помощь действительно очень востребована. И примерно похожая ситуация у моих родителей, но поскольку я люблю убирать, я люблю наводить чистоту и порядок, то, конечно же, я с удовольствием это делаю.
Перед тем, как помыть полы, я, как обычно, все пылесошу. Пылесосить я буду обычным проводным пылесосом. Он, в принципе, достаточно мощный. Единственный момент, я не люблю ковры. В своей квартире я, конечно, противник ковров, но вот здесь у родителей ковры есть, это их выбор. Но вроде бы в новой квартире мы договорились, что ковров не будет. Там будет либо ламинат, либо линолеум. В любом случае там будет все новое. И, в общем, мы решили, что ковров там не будет. А сейчас я здесь все тщательно пропылесошу и потом уже буду мыть полы. В воду для мытья полов я добавляю вот такое средство Чистин белизна гель. Мне очень нравится это средство, я покупаю его в фикс прайс, стоит, по-моему, 77 рублей. Единственное, оно содержит хлор, оно обладает таким специфическим запахом. Для тех, кто любит экологичные средства, конечно, оно не подойдет, но я решила все помыть с этим средством, чтобы заодно так продезинфицировать, да, все-таки у нас маленькие дети. И кроме того, я решила помыть все вручную, не шваброй. Мне кажется, что вручную получается более тщательно. Единственное, я извиняюсь, может быть, это не так эстетично выглядит на видео, как если бы я мыла шваброй, но все-таки я решила заснять этот процесс. Заодно для меня это определенная физическая нагрузка, так что, в принципе, периодически тоже надо мыть полы вручную. И мою я тряпкой из мешковины. Я видела, что такие тряпки бывают в продаже, но, как правило, я покупаю дома тряпочки из микрофибры, но, в принципе, тряпкой из мешковины тоже достаточно удобно убирать, она хорошо впитывает воду. Но в следующий раз, когда я буду мыть полы здесь, это не последний раз, когда я здесь у родителей мою полы, я думаю, что я уже куплю другую тряпочку. У меня уже постирались вещи, сейчас все буду доставать, идти развешивать на балкон. Сейчас на улице тепло, вещи сохнут очень быстро, и заодно я решила протереть со всех сторон стиральную машинку. Ванну и раковину я буду чистить с помощью щеточки из Икеа. Я как-то маме присылала в посылке, она очень хотела такую щеточку, и вот я ей прислала. Действительно очень удобно, ты держишься за ручку, у тебя нет контакта с чистящим средством. Кстати, к этому моменту у меня уже порвались перчатки, но они были старенькие, резиновые, которыми я мыла полы, так что я уже заказала себе на Валберес свои любимые перчатки японского бренда, покажу вам в следующем видео. И ванну я помыла тоже со средством Чистин белизна гель, а раковину я помыла с помощью Пемолюкса. И, ребят, еще хотела обсудить с вами такой вопрос. Многие считают, что в новой отремонтированной квартире гораздо проще убираться, чем в старой не отремонтированной. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, согласны вы с этим или нет. Лично я не согласна с этим мнением. Мне кажется, что даже в неотремонтированной квартире можно соблюдать, поддерживать чистоту и порядок. Конечно же, это где-то сложнее делать. Например, если брать полы, гораздо быстрее, удобнее мыть новые полы, отремонтированные, допустим, новый ламинат или новый линолеум, а на старых полах уже где-то появляются щели, больше пыли, в общем, как-то так. Но, в принципе, даже в неотремонтированной квартире можно поддерживать чистоту, порядок, и она будет вполне прилично выглядеть. Ну, а здесь я вот навожу порядок в ванной. Конечно же, здесь такая въевшаяся грязь, и нужно не один раз помыть и раковину, и ванну, и я хочу здесь еще плитку помыть с помощью, знаете, такой металлической мочалки, в общем, хорошо всю грязь очистить. Сейчас, конечно, до конца мне грязь не удалось очистить, потому что я использовала только щеточку из Икеа и губку, вот эту обратную ее шершавую сторону.
Белье я буду развешивать на балконе. У родителей в квартире очень большой балкон. Мне он очень нравится. Здесь в летнее время даже можно спать. И здесь на балконе находится такая потолочная лиана. Очень удобно ее использовать для сушки белья, потому что белье у тебя висит под потолком, не мешается и все прекрасно сохнет. В конце я протираю пыль. Я ее протерла не только на балконе, но я показываю вам здесь процесс именно на балконе. Конечно, пыли здесь накопилось немало. Дело в том, что еще этаж верхний, поэтому много пыли летит с улицы. Ну, в общем, я протерла и, конечно же, стало даже дышать легче. На этом сегодняшняя моя уборка приближается к концу. Конечно же, здесь еще много что нужно убрать, перебрать, расхламить. Я вам по мере возможности покажу в следующих видео, но на сегодня уже с уборкой, я думаю, закончу. А вот с них можно сейчас листочки брать или нет? Конечно. Я их, знаешь, как кромсала. Лишние все выкинула, и вот вторая начала цвести. А то они прям заросли. Да, а это у тебя уже тут детки, да, маленькие? Да. Это листочки были в водичке. Ага. Я их потом посадила. Вот два выскочили, а один сидит. Никак не А может. там уже появляется маленький. Да? Да, вон там. Надо же, а то никак все. Вылезает, видно. Ну, А вот это вообще красота цветущая. Вот бабулечка тут приготовила обед. Старалась. Ребят, купила вот такой тортик «Сладкий рай». Мы всегда, когда к родителям приезжаем, берем либо такой тортик, либо там еще один вкусный. Смотрите, вот такая невзрачная кондитерская. В общем, там в этой кондитерской сами пекут такие тортики, делают безумно вкусные. Там внутри чернослив, грецкий орех. Покажу вам сейчас. Приедем, чай будем пить, обязательно вам покажу. И вот смотрите, такой огромный торт вышел на 609 рублей. Вы можете себе представить? Вот у нас, даже если сравнивать торты от Палыча, мы берем, да, за 1000 рублей там будет маленький тортик, например, Прага, который там каждому по кусочку. А здесь, мне кажется, каждому минимум по 2 куска, а то и по 3. Ребят, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам интересно было смотреть это видео. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь и до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away.